Дональд Трамп, который в первый день президентства недовольно отмахнулся от вопросов про войну, вчера проявил на этом направлении огромную активность. Во-первых, он поручил Госдепу во главе со свирепым республиканцем Рубио разрулить все за 100 дней. Во-вторых, выкатил пост в своей соцсети, который нельзя трактовать иначе, как ультиматум, причем не Зеленскому, чего ждали в Кремле, а Путину. Либо ты совершаешь сделку на моих условиях и останавливаешь войну, либо получишь новый удар по своей и без того ослабшей экономике. У начальства нашего Отечества есть известное расстройство. С одной стороны, начальство молится на суверенитет, который сводится к простой идее. Смысл существования Российской Федерации – быть Америке назло. Любая политика, любое решение представляется тем лучше, чем более оно в пику гадким американцам. Назло кондуктору билет куплю и пешком пойду. Мы наблюдаем такое постоянно. С другой стороны, подразумевается, что над Российской Федерацией существует внешний контроль и управление. Что сколько бы ни тужиться и ни пыхтеть, в любом случае финальное решение для судеб России и мира примут в Белом доме. Вряд ли можно придумать более унизительную для страны концепцию. Это такой суверенитет, как у мятежной провинции, которая не упускает возможности хоть как-то нагадить метрополии, но когда дело доходит до дела, честно признает свое место. Надежда на Дональда Трампа и его воцарение в том самом Белом доме – это и вовсе сказочная концепция. Характерна она тем, что ее сначала сами придумали, а следом сами же и уверовали в нее. Весь первый срок Дональда Трампа прошел под знаком ужесточения существующих и введения новых санкций против российских чиновников и предприятий. Трамп послушно подписывал все, что принимал парламент, и ни разу не дал настоящего повода считать себя большим другом Кремля или Путина лично. При Дональде Трампе, как при классическом республиканце, всю жизнь проходила дерегуляция энергетики, особенно добывающих отраслей, что влекло за собой снижение цен на энергоносители. Это для российского режима хуже любых санкций. Если смотреть на то, что Трамп всю дорогу делал, а не на то, что он иногда говорил, то у российского начальства нет ровно ни одной причины считать его своим. Точнее так, причина есть, но она существует только в головах кремлевских чиновников. Трамп кажется им понятной стороной переговоров. Он выглядит как стереотипный авторитетный предприниматель 90-х, как человек, в окружении которых Путин и его присные выросли в администрации Санкт-Петербурга. Он выглядит как один из тех, кто привел Путина к власти. Кажется, что Трамп в высшей степени органично смотрелся бы в доме приемов Логоваза. Что с его манерами, способом вести дела, он бы как родной встроился в ту самую семибанкирщину. Трамп – агент хаоса. У него трижды в день меняется настроение, и только от его настроения зависят принимаемые им решения. Он не тот системный политик, который трижды взвешивает каждое слово. Он свой пацан, которому личные симпатии в 30 раз дороже любых политических интересов. Даже по такому краткому описанию понятно. Это физиогномика категории «Б». Все это фантазии самого одноклеточного толка. Дескать, если бы на Трампе как влитой смотрелся бы малиновый пиджак и цепура с большой палец толщиной, то надо с ним вести себя так, как с теми, кто их носил. Что вот как мы этих лохов-коммерсов всю дорогу разводили, так и этого разведем, и будет он делать то, что мы хотим. Наконец-то все так сложится, что Белый дом станет департаментом администрации Путина. Это очень специфическое мышление. Оно отвергает не только весь предыдущий опыт, но и базовую объективную реальность. А состоит она в том, что Дональд Трамп – президент Соединенных Штатов Америки, главный политик на планете, в чью фигуру упирается масса интересов, преимущественно американских. Он может болтать что угодно, но у него нет избирателей в пределах границ Российской Федерации. И у его партии их тоже нет. Как нет в пределах территории России и корпораций, которые башляют Трампу и республиканцам. Трампу, как человеку с огромным эго, может быть приятно, что Путин у него стоит на задних лапках и не ограничивает себя в комплиментах. Но вообще-то, в практическом смысле, Трампу плевать. Его власть не из Москвы происходит. Когда Трамп что-то говорил о Путине или о войне в рамках своей избирательной кампании, он не к Путину обращался. Он обращался к своему избирателю, который ждал от Трампа только одного, что Трамп на любое черное демократов будет говорить белое. Это чисто внутриамериканские разборки. Путин, Зеленский, Украина, Россия – все они присутствовали на этих разборках в качестве персонажей эпоса,
в котором были два постулата. Во-первых, война при Трампе не началась бы, а во-вторых, он ее закончит за 24 часа. Мораль той басни, которую проповедовал Трамп, не в том, что Путин мне бро, а Украина не бро. Мораль в том, что демократы во всей внешней политике провалились, а я, мол, Трамп, в ней преуспею. Кандидат в президенты Америки в этот момент разговаривал с американцами. А кто его там из-за океана послушал и какие свои выводы сделал, не его проблема совершенно. Реальность выглядит совсем не так, как фантазии. Трамп назначил главой Госдепа не Такера Карлсона, который так хорошо слушал путинские байки о Киевской Руси, а Марко Рубио, прожженного классического республиканца, который всю свою политическую карьеру строил на очень агрессивных внешнеполитических инициативах. Он всю дорогу считал, что США должны жестко противостоять всяким стрёмным режимам. И утвержден, кстати, Сенатом был 99 голосами «за» при нуле «против», что для Америки нетипично. Одна из самых известных инициатив Рубио в отношении России – переименование площади у российского посольства в Борис-Немцов-Плаза. Он всю дорогу голосовал за все санкции против России и за радикальное усиление давления на Кремль. Рубио – классический республиканский ястреб. Ястреб этот вообще не позволяет сомневаться в своей позиции относительно Путина и его друзей, вроде Мадуро или руководства Ирана. И такой человек назначен Трампом разбираться с международными делами. Какой политики можно от него ждать? Вчера же мы узнали, что собирается делать сам Трамп. В своей соцсети, она называется Truth Social, он в максимально хамской для Путина манере объявил, что Россия помогла США выиграть Вторую мировую, потеряв в процессе 60 миллионов жизней. Это заявление говорит не только о кругозоре и эрудиции Трампа. Оно говорит о том, до какой степени ему наплевать на страну и режим, который так на него рассчитывал. Он может себе позволить нести первую пришедшую в голову чепуху, никак ее не проверять. Причем на самую важную вообще на свете для Путина тему. Но главное в посте Трампа другое. Если Путин откажется от сделки по прекращению войны, которая, судя по тону, должна быть заключена исключительно на американских условиях, то Путин об этом глубоко пожалеет. Будут установлены пошлины, налоги и санкции на все, чем Россия торгует США. В кремлевских фантазиях такого рода текст мог быть обращен только к Зеленскому. Это не призыв к переговорам на равных. Это покровительственный приказ, обращенный сверху. Либо ты делаешь, как я говорю, либо пиздюлей получишь. В бытность прошлой администрации нельзя было даже представить себе подобный тон разговора. Представляете, чтобы Байден такое сказал? Как будто Трамп одному из своих лакеев условия ставит. Ожидался ли такой тон? Да, ожидался. Но на месте лакея ожидался президент Зеленский. Не ожидалось, что на этом месте окажется Путин. А почему не ожидалось? Потому что Трамп же, мол, обещал за нас войну выиграть. Он же вообще наш парень. Когда он обещал? Что обещал? В каких выражениях? Почему вообще должен был кремлевским чего-то обещать? На эти вопросы никакого ответа нет. Нет ответа, потому что все это было воображаемыми обещаниями воображаемого Трампа. Того самого Трампа, который не подмял под себя всю республиканскую партию и плевать хотел на весь окружающий мир, а почему-то вдруг подписался за Путина решать его проблемы. Конечно же, нам эта история важна именно в развитии. Потому что та страна, к которой обращено требование заключить сделку, никакую сделку заключать не собирается. Та сторона увеличивает выплаты за заключение контракта, максимально раздувает армию и собирается воевать, пока Луна на Землю не упадет. Или уж, по крайней мере, пока не получит то, что реально можно продать как победу. А до этого далеко. Захват безымянных деревень за победу никак не продашь. Диспозиция выглядит, вообще говоря, довольно безвыходной. Трамп ткнул Путина острой палкой, будто тот референт, не оставив ему ни единого шанса как-то сохранить тут лицо или найти третий вариант развития событий. Либо сделка, к которой Путин публично принужден, либо дорогой Трамп, на которого было столько надежд, и который в первый же день на должности должен был снять все санкции с России и переложить их на Украину, обернется не отцом, а сукою. За развитием этого сюжета наблюдать будет бесконечно интересно. Он не обещает нам окончание войны, к сожалению, но обещает какой-то новый формат взаимодействия. Потому что да, Трамп не того рода западный политик, к которым привык Путин.
Да, это с точки зрения Путина коммерс, которого надо разводить. Только проблема заключается в том, что Трамп сам привык, кого хочешь разводить. Исходя из того, что мы о нем знаем, последнее, чего хочет Трамп, это выглядеть лохом, которого из Кремля вертят по своему вкусу. Врут в лицо и срывают договоренности. Трамп буквально пришел на обещание, что это он будет всеми крутить, а не наоборот. Развитие такого сюжета предсказать невозможно. Но мы видим текущее его состояние, которое в очередной раз показывает, в какой анекдот превратилась российская внешняя политика. Какая там прорва некомпетентности и подмена реальности персональными фантазиями Путина и его ближнего круга. Они всерьез думают, будто те люди, решения и процессы из их фантазий существуют на самом деле. Что в Украине их танки встретят цветами, Европа замерзнет и перестанет поддерживать Украину, а Трамп им все вопросики порешает и будет кинут точно так же, как все раньше, кто когда-то решал для них вопросики в прошлом. Но это были не просто надежды. На этом строилась вся стратегия войны. Вот сейчас до Трампа доживем, а уж с ним порешаем. Теперь дожили. А Трамп такой: не-не-не, это я вас всех порешаю. В очередной раз холодная реальность была максимально ожидаемой для всех, но для кремлевских старцев пришла неожиданно. Был план крутить Трампом, а Трамп и сам не дурак всеми крутить. До завтра.